Утренний солнечный луч коснулся золотой кистью вершин голубых гор. Пушистые лапы елей зашелестели нефритово-изумрудным покрывалом. Бронзовые колокольчики разлили тихий перезвон в хрустальную чистоту воздуха. Это утро в Суншане. Это ветер Шаолиня. В этом фильме мы расскажем о поездке в суншанский Шаолинь группы Московского центра изучения боевых искусств «ДАМО». Конечно, мы не первые и не последние иностранцы, посетившие Поднебесную и ее легендарный монастырь, но в этот раз нам удалось побывать в таких местах, куда не то что иностранцу, даже китайцу попасть очень сложно. Все ощущения, эмоции и весь незабываемый колорит этого путешествия мы попытались передать в этом документальном фильме. Итак, мы едем в Шаолинь. Но прежде чем наша группа окажется у врат таинственного монастыря, нам предстоит посетить еще несколько интересных объектов. Делаем остановку в одной из деревень, просто чтобы осмотреться и размять ноги. Местная хозяюшка любезно угощает нас всевозможными сортами чая. Вкус словами не передать. Вдоволь наскакавшись и поразмявшись, мы двигаемся дальше еще выше в горы, еще ближе к облакам. Вскоре делаем вторую остановку уже посерьезнее, на перекус, вернее, на полноценный плотный китайский обед. И вот, наконец, проехав на автобусе высоко в горы по потрясающе красивым местам, аж дух захватывал от красоты, мы добрались до места нашего первого назначения. Это каньоны Энчин, или шрамы земли. Смотрим и, откровенно говоря, восхищаемся. Место Юнлюнха потрясающе красивое. Любоваться, не перелюбоваться.
4 каскада водопадов, подвесные мосты, подъемы и спуски пройдены. Ощущений целое море, но самое главное ощущение вот в чем. Сейчас сезон не туристический, народу не очень много. Летом, говорят, здесь люди идут плечом к плечу, как пингвины. И на всем протяжении маршрута ни одного окурка, ни одной бутылки, ни одного пластикового пакета. Чистота стерильная, ну и, конечно, красота. Вот это самое главное. Вечер в Энши оказался не менее романтичным и красочным, чем посещение каньона. С наступлением темноты центральная площадь города расцветилась тысячами огней, заполнилась звуками китайской музыки и гомоном счастливых, улыбающихся людей. А здесь, в этом месте, царят такие запахи, что передать просто невозможно. Это обжорные ряды. Ну, у нас так в старину на Руси называли. Длятся целый километр. Здесь все. Жарится, парится, шкварчит, бурлит, шашлычки, лапша вкуснейшая. Даже можно отведать жареную царевну-лягушку. Наверное, очень вкусно. Пробовать я не буду, но кушать хочется. Вообще-то Энши город не туристический. Или, скажем так, не совсем туристический. И если граждане Поднебесной сюда еще добираются, то немцев, французов, американцев и уж тем более наших соотечественников мы не встретили ни одного. Хотя, безусловно, все это временно. Учитывая, какими семимильными шагами развивается индустрия туризма в Китае, картина может в корне измениться уже к следующему сезону, а посмотреть здесь есть на что. Мы находимся на центральной площади средневекового дворца местного правителя. Справа от меня гигантские фигуры женщины-воина и ее телохранителя. Она какое-то время была правителем этой области. А слева сам правитель Кен Джушо и его телохранитель. Дворец охраняют могучие свирепые тигры. А вокруг дворца стена, на которой установлены тоже гигантские медные трубы. В случае опасности в эти трубы кричали и созывали народ под стены крепости. А здесь, на центральной площади, собиралось войско. Мечты сбываются, нужно только очень сильно этого захотеть и всячески к этому стремиться. Сейчас перед моими глазами оживают картинки 30 и даже 40-летней давности. Это сцены из шаолиньских боевиков с участием Джета Ли и Джеки Чана. Все это сейчас наяву. Мы в Шаолине. Шаолинь с китайского языка переводится как «монастырь в молодом лесу у горы Шаошо». Мы в молодом лесу, мы у горы Шаошо, и мы в Шаолине. Наша шаолиньская эпопея только начинается. Сейчас мы находимся у самых врат храма Шаолинь. Это сегодня большая, несколько километровая зона от непосредственно самого храма. Здесь начинается вначале туристическая зона, а дальше парк и сам храм Шаолинь. И когда-то этого не было. Мы все знаем историю, что храм был последний раз сожжен в 20-х годах прошлого столетия, во времена военных действий солдатами Чан Кайши. И
Храм долгое время находился в запустении, и в 80-х годах, как раз после выхода в свет фильма «36 ступеней Шаолиня» с молодым Джетом Ли, на храм обратили внимание, огромный запрос был людей узнать, где это, и правительство Китая начало восстанавливать монастырь. По дороге, ведущей к воротам в храм Шаолинь, вас встречают огромные многовековые сосны. Но нижняя часть этих сосен закрыта заборчиком. Дело в том, что в коре сосен остались дырки, которые оставили монахи во время тренировки. Они таким образом набивали пальцы. Так вот, приезжающие в Шаолинь туристы стали считать своим долгом обязательно засунуть свой палец в эту дырку. Так что нынешние служители Шаолиня решили от греха подальше закрыть это дело заборчиком. Сразу же при входе в Шаолинь вас встречают великаны, грозные стражи. Это генералы Хэ и Хо. Раньше считалось, что если вы посещаете Шаолинь с нечистыми помыслами, с грязной душой, то великаны вас не пропустят. Вы либо заболеете, либо умрете. Поэтому, входя в Шаолинь, вы должны громко крикнуть их имена. Хэ! Хо! И если ничего не случится, можно смело идти дальше. Пошли! Итак, мы в Шаолине, в самом его сердце. Там, куда с улицы попасть не просто нельзя, а категорически невозможно. Но благодаря бейджикам, которые получил наставник нашей команды Сифу Вячеслав Рогов, мы прошли на Шаолинь и будем проходить по его территории. Сейчас к нашей команде вышел Сифу, и началась первая тренировка в Шаолине. А вот это место таит в себе легенду, которая не просто завораживает, но и леденит душу. Согласно этой легенде, один молодой человек страстно хотел стать учеником самого великого Бодхидхармы. Но мастер Сифу сказал: я лишь тогда возьму тебя в ученики, когда снег зимою окрасится алыми цветами. Тогда этот парень, недолго думая, отрубил себе руку и нарисовал на белом снегу алые розы. И он стал учеником великого Бодхидхармы. Более того, с одной рукой он стал великим бойцом и вторым патриархом Шаолиня. Вечер наступил в Шаолине внезапно. Как будто кто-то накрыл монастырь темным покрывалом и затем рассыпал по нему бриллианты звезд. Но пока окончательно не стемнело, нам удалось заснять юных воспитанников, которые продолжали тренироваться до глубокой ночи. Это стало великолепным завершением первого дня, и нас ожидало поистине завораживающее утро. Время 5 часов утра. Холодные звезды мерцают над храмом Шаолинь. Достаточно холодно. В храме идет утренняя молитва. Горят свечи, пахнет благовонием. Монахи читают мантры и сутры.
Я уверен, что ни одна съемочная группа российского телевидения еще не была на такой церемонии. Это очень волнительно и по-настоящему завораживающе. Утренняя молитва длится до первых лучей солнца. Оказавшись на ней впервые, испытываешь какие-то фантастические чувства. Как будто все тело твое и сознание растворяются до мельчайших частиц и возносятся к звездам. Там наверху кто-то могущественный прополаскивает все это в хрустальном тазу в кристально чистой горной воде и возвращает тебя на землю уже совершенно в ином состоянии, обновленном и просветленном. Монахи читают молитвы Цзаокэ, которые должны продолжаться непрерывно на протяжении 1000 лет. И тогда следующий Будда Матрея явится на землю, и наступит век благоденствия. И сегодня попасть в Шаолинь для того, чтобы заниматься там, очень проблематично. Ну а раньше и вовсе было невозможно. Хотя во все времена желающих тренироваться в Шаолине и изучать кунг-фу было хоть отбавляй. Так вот, раньше паломники, которые не могли проникнуть в Шаолинь, оставались вот здесь, у этого песчаного холма, и вырывали здесь пещеры, в которых жили несколько дней, недель, а то и месяцев, ожидая решения, когда же их все-таки пустят в Шаолинь. Утренняя молитва закончилась в 6 часов. И сейчас ласковое солнце и веселое щебетание птах возвещают о том, что в Шаолине наступило настоящее утро. Первая тренировка началась в 7 часов и продлится 2 часа. Во-первых, мне это нравится. По душе. По душе. Это вот, наверное, самое основное. Потому что я прям получаю нереальный такой позитив от всего этого, что вот, второй раз приехал. Здесь такое ощущение, что ты занимаешься не один, а на тебя все время кто-то смотрит со стороны. Здесь заряжена энергетика духов каких-то древних таких. Ты просто занимаешься, так сказать, с восторгом.
Что же касается самих монахов, вернее юных послушников, то они тренируются с раннего утра и до позднего вечера. Каждый день с восходом солнца и до полной темноты над Шаолинем разносится многоголосое эхо от выкриков сотен воспитанников, отрабатывающих технику кунг-фу. Помимо основных занятий, молодые монахи участвуют в показательных спектаклях для туристов. Это, во-первых, неплохой приток финансов в казну монастыря, и, во-вторых, еще один стимул постоянно находиться в великолепной форме. Шаолинское кунг-фу – это очень мощно. И ребята все очень крепкие и здоровые. Я хочу попробовать сам, какие крепкие у них руки. А сейчас мы еще в одном потрясающем месте. Об этом месте знают все, даже те, кто кунг-фу никогда не занимался. Это зал, где проходила боевая подготовка монахов в Шаолине. В этом зале пол, каменные плиты, выбитые от многочисленных, многих тысяч, десятков тысяч ударов ногами по этому полу. Здесь находятся те самые знаменитые вмятины. Посмотрите, вот так это происходило. Много раз вот эти движения, отбивающие, значит, по стоп, по плитам, потом переходы. И по ним можно проследить даже таулу, который изучали монахи здесь, в этих залах. То есть переходы и выбитые, значит, стопами, вот продавленные камни именно в тех местах, где эти таулу должны были опускать монахи ноги, выбивать, проявлять силу именно вдавливания стоп в пол. А вот это, друзья мои, те самые знаменитые шаолиньские столбы, на которых тренировались монахи Шаолиня. Откровенно говоря, с непривычки на такой высоте страшновато. Но, как говорят знающие люди, страшно первые 3 дня, через неделю страх проходит, через год, через 2, через 10 лет вообще будете ходить, не обращая внимания. Но пока действительно страшновато. Сифу Шиенау говорит: кунг-фу – это движение, чай – это спокойствие. Спокойствие по-китайски чан. Так вот, между кунг-фу и чан лежит мостик.
и он называется чай. В этом мире все должно пребывать в состоянии гармонии. Нельзя все время спешить, бежать, стараться что-то урвать. Нужно прилагать максимум усилий для достижения своей цели, но при этом идти к ней постепенно, через труд и самосовершенствование. Научиться побеждать свой страх, гнев, усталость и неуверенность – это очень сложная задача, но ее необходимо решить для себя самого. Команда Shaolin Kung Fu 2019 совершает, небольшой, но подвиг. Мы идем к пещере Бодхидхармы. 3000 метров вверх, несколько тысяч вертикальных ступенек, крутых, и мы у цели. Но до этой цели нужно еще дойти. Монахи-то ведь бегом бегают туда, да? Именно так и происходит. Молодые ребята, которые, может быть, станут когда-нибудь монахами, у них это обычно нормальная тренировка, сбегать на пещеру домой, бегом, назад вот так спускаться, либо прыжками. И вот мы у цели. За моей спиной знаменитая пещера, в которой 9 лет просидел монах Бодхидхарма. Он пришел из Индии в Китай для того, чтобы проповедовать буддизм. Бодхидхарма постучался в ворота монастыря Шаолинь, но в Шаолине его поначалу не приняли. Тогда он поднялся высоко в горы и нашел убежище здесь, в этой пещере. Согласно одной из легенд, Бодхидхарма отрезал себе веки, чтобы не спать во время медитации. Но мне кажется, это очень жестокая легенда. Согласно другой легенде, он вырвал себе ресницы, и там, где они упали, из земли выросли прекрасные ростки чая. Ну а если от пещеры Бодхидхармы подняться еще метров на 100 вверх, то на самой вершине горы вы увидите огромную статую Бодхидхармы. Ранним утром, когда солнце встает над горами Шаолиня, оно превращает эту статую в золото. Ну а мы сегодня прощаемся с этим днем, но не прощаемся с нашей шаолиньской эпопеей. Все самое интересное еще впереди.
Сегодня последний день практики в Шаолиньском монастыре. Шифу Шейнау дает последнюю заключительную стадию Таулу Тхунби. Она очень сложная, но наши ребята стараются, потому что сегодня в 4 часа дня у них экзамен. И, по слухам, принимать его будет сам настоятель Шаолиня. Китай – это новая книга, а первая глава этой книги – Шаолинь и кунг-фу. Так что для меня масса впечатлений, и глаза не просто горят, они пылают, мне кажется, жаром, и это легкое отражение маленького огонька, который внутри находится. Эмоции, просто чувства невоображаемые, надо просто ощущать, это невозможно передать никак. Сегодня рано утром у меня произошла интереснейшая и по-настоящему эксклюзивная встреча. В лесу пагод я встретил настоятеля Шаолиньского монастыря Ши Юнгсин. Он стоял и молился у одной из пагод. Рядом с ним стояли бойцы Шаолиня с оружием. Затем они направились в горы, видимо, для демонстрации мастерства. Но снимать там было нельзя. Однако эта встреча не закончилась. Буквально через 2 часа настоятель Шаолиня принял нашу группу у себя в резиденции. Вячеслав Рогов, Наталья Рогова подарили настоятелю замечательный подарок в честь их 20-летнего пребывания в монастыре, в честь дня рождения Бодхидхармы. А настоятель одарил всю нашу группу настоящими шаолиньскими презентами. Это было потрясающе. Во время этой встречи, которая длилась почти час, преподобный Ши Юнсин подарил нашей группе первый экземпляр его книги «Шаолинь в моем сердце», в которой он рассказал о своем жизненном пути и об истории легендарного монастыря. Подарок настоятеля был особо ценен и тем, что еще буквально пах типографской краской, и тем, что книгу вручили каждому члену нашей группы. Именно поездка в Шаолинь переворачивает очень сильно все события в вашей жизни. Вот вы едете в Шаолинь, возвращаетесь, и вы видите, как прям стекаются события, стекаются для того, чтобы что-то создать, какое-то поле вокруг вас, которое вас просто-напросто продвигает там семимильными шагами на вашем пути. Прежде всего, человек, как бы вообще его опыт, то количество опытов, которые он собирает за свою жизнь, это, наверное, самое главное. А опыт в Шаолине – это, наверное, одно из главных, которое может быть в опыте каждого человека. А сейчас наша группа «Шаолинь Кунг-фу 2019» поднялась в такое место, куда туристов не пускают категорически. Мы в башне, где находится самый древний и самый большой барабан Шаолиня. Вы только представьте, именно в этот барабан били монахи много-много лет назад, и здесь до сих пор сохранились следы от 1000 ударов. Сейчас в барабан бить нельзя, очень хочется, конечно, но сымитировать удары можно. Ха!
Сегодня просто день чудес. Я стою перед воротами, которые ведут в пространство, куда еще не ступала нога европейца. Это внутренние покои монахов монастыря Шаолинь. Там у них столовка, пастерушки, но самое главное, что там комната для медитации. Она довольно темная, горят свечи, везде выложены по периметру подушки, на которых монахи проводят по несколько часов, медитируя и взирая в небеса внутренним взором. В этом огромном зале тренируются настоящие шаолиньские монахи-бойцы. Сейчас зал пустой, ребята куда-то ушли, а вот наши парни не преминули эксклюзивной и фантастической возможностью позаниматься в пустом зале в Шаолиньском монастыре. Сколько веревочки не виться, а конец все равно будет. Время финала. 10 дней наша команда практиковала шаолиньское кунг-фу под руководством Шифу Шиенау. И сейчас экзамен. Он будет проходить под пристальным взглядом преподобного настоятеля шаолиньского монастыря Ши Юнг Си. Сейчас последние приготовления, и экзамен вот-вот начнется. Нам всем удачи! Да, эта бумажка здесь, а в сердце остался кунг-фу и осталась Шаолинь. Это прекрасная неделя вместе с друзьями. И этот экзамен остался большой, конечно, волнительный след оставил, большой волнительный след во мне. Ощущение нереальности, честно говоря. Я думаю, что я очень много раз буду пересматривать видео и фото, и как-то постепенно внутри расслабляться, и осознавать, что это я,
и что я тут была, и что это все происходило, пока у меня чувство, что это все не со мной. Было волнение и, наверное, большое волнение, потому что это огромная честь выступать перед настоятелем Шаолиня, перед таким человеком. Конечно, мандраж был, но мне кажется, мы удачно все справились, сдали экзамен, получили сертификаты. Вот. Очень здорово все. Сегодня последний день нашего пребывания в Шаолине. И вечером мы побывали на потрясающем шоу «Дзенская музыка Шаолиня». Это было непередаваемо. Среди настоящих гор в ущелье выстроены живые декорации, мостики, водопады, пагоды, и в обрамлении чарующей музыки дзен и фантастических световых эффектов настоящее шаолиньское кунг-фу. Мы сидели на 13-м ряду, мне удалось немножко снять, и я хочу поделиться с вами этими, не знаю какими, сумасшедшими ощущениями. Увы, все хорошее имеет обыкновение заканчиваться. Закончилась и наша шаолиньская эпопея. 10 дней мы жили в самом сердце Шаолиня. Мы тренировались с настоящим шаолиньским наставником Шифу. У нас были потрясающие встречи. У нас менялось запланированное и сбывалось задуманное. И вот теперь наша поездка подошла к концу. Осталось только попрощаться с Шаолинем в надежде, что сюда мы обязательно когда-нибудь вернемся.